Привет! Давно не виделись, целую неделю. Сегодня я расскажу тебе историю о том, как я полюбила сырую свеклу, и покажу весьма интересный рецепт. Есть шанс, что после него сырую свеклу полюбишь и ты. Да, я знаю, что ты скажешь. Это может быть весьма противно и невкусно. Лично у меня эксперименты были самые разные. И салаты, и сыроедческие борщи, и даже свекла в десертах. И ее вкус мне всегда казался весьма горьким, каким-то приторным и вяжущим рот. Но однажды моя подруга рассказала мне такой рецепт. И ты, конечно, как и я, можешь сначала отнестись скептически, но давай попробуем приготовить вместе. Для приготовления нам понадобится сырая свекла, сыр тофу, листья нори, огурцы, сок лайма, масло и соль. Знаешь, чтобы обед был более сытным, предлагаю тебе для начала приготовить картошечку со специями. И пока она будет жариться, мы приготовим наше основное блюдо. Пока продолжается сезон молодой картошки, скорее беги на базар или в магазин закупаться. А почему? А потому что даже состав молодого и старого картофеля отличается. Во время хранения происходит процесс распада сахаров, и от всей изначальной пользы в старом картофеле остается лишь треть от начального содержания витаминов, а вот доля крахмала, наоборот, увеличивается. Кстати, как вы заметили, шкурку у молодой картошки мы не счищали. Это придаст насыщенности вкусу и дополнительно сохранит пользу внутри продукта. Картофель нужно нарезать дольками. Для начала разрезать напополам, а затем каждую половинку нарезать по косому срезу. И таким образом все 1, 2, 5, 10 килограмм, сколько вы там собрались жарить. Но самую большую роль во вкусе сыграет наша свежемолотая приправа. Для этого нужно смешать в ступке все специи, указанные в списке. Тщательно перетираем все специи в ступке и параллельно наслаждаемся ароматом, ведь он будет просто феерическим. Очень важный шаг, на который нужно обратить внимание, это перемешивание картофеля с маслом. Каждая долька должна покрыться пленочкой из масла. Только в этом случае вы получите красивую ровную корочку при обжарке. И только следующим этапом можно добавлять специи, сушеный чеснок и соль. В конце хорошенько перемешать. Вы готовы поджарить вкуснейшие картофельные дольки? Тогда погнали! Выкладываем картофель в сковороду. Отрезаем веточку свежего розмарина и добавляем ее к картофелю. Присматриваем за ним, пока будем готовить салат. Погнали! А существуют такие люди, которые любят натирать овощи вручную? Напишите комментарий под видео, если вы реально есть. Современные технологии, конечно, значительно упрощают процессы в кулинарии, но чистить свеклу я буду вручную. Да, конечно, мы настолько привыкли к свекле в вареном виде, что почистить сырую будет немножко сложнее. Но ничего, зато вкус у нее более насыщенный. Отрежем краюшки. А вот натирать за меня будет комбайн.
всегда приятно смотреть, когда работает кто-то другой. Продолжим. Вот, между прочим, в сырой свекле гораздо больше витаминов, чем в вареной, потому что она не проходит термическую обработку. А какие именно витамины и микроэлементы содержатся в свекле, как обычно, вы можете увидеть прямо на экране. А еще это отличное средство для натурального макияжа. Огурцы. А что если нам взять молоденькие огурчики прямо с грядки? Так и поступим. Шкурка у молодых огурчиков нежная, поэтому счищать ее не нужно. И натирать тебе их тоже не нужно. Есть тот, кто сделает это за тебя. Муж, ребенок или комбайн. Тофу делает салат более сытным и нежным. Нарежьте твердый тофу на небольшие кубики. А если найти этот продукт для вас весьма проблематично, то можно обойтись и без него. В салатнице смешиваем свеклу, огурец. Такой свежестью отдает. Здорово. Тофу, порезанный на небольшие кусочки. И самый интересный продукт в нашем салате – это листья нори. Они универсальны, их можно использовать вместо хлеба к салату. Или как врап. Начинкой как раз таки тоже будут овощи. Проверим, как там наша картошечка. Какой запах и цвет! Кстати, посмотрите, какая корочка на картошке образовалась. Это потому, что мы сначала добавили масло и только затем смешали со специями. Заправим салат оливковым маслом, соком лайма, и добавим соль. Теперь осталось только перемешать. Рекомендую вам это делать 2 ложками. Какой красивый получается цвет. Готово. Теперь осталось только красиво подать. Аромат свежести, тонкий вкус, нежность овощей просто не передать словами. Этот салат первое, что хочется порекомендовать вам приготовить из сырой свеклы. Но, может быть, вы знаете что-то еще невероятно вкусное? Напишите нам, пожалуйста, об этом в комментариях. У меня все готово. Иди скорее пробовать свой самый первый в жизни салат из сырой свеклы. Ну что ж, увидимся через неделю. А я в лес за грибами.